Всем привет! Вы на канале Аксель Франк, а это у нас кот Вилли. На крышу-то полезешь, эй? Да, туда. Ну, по идее, у него план залезть на крышу и там подрыхнуть хорошенько до обеда. Или не решил еще? Он еще не решил. А видите, он кончиком хвоста так дергает, это значит, что он немного нервничает. Вполне вероятно, это мое присутствие его смущает. Идет тяжелый мыслительный процесс. Посмотрит, туда полезть или сначала еще пошляться. Опций у кота полно. Еще и нюхает вдобавок. Он вообще стал гораздо более активный. Видимо, у него было плохо с ногами. А после того, как мы его стали, так сказать, поддерживающую терапию ему делать такую и лечение, котик заметно оживился. Кроме того, он похудел. Он похудел так ощутимо. И все это вместе привело к тому, что он, так сказать, стал вести достаточно активный образ жизни. Ну, мы этому только рады. Анфиса с Арчиком тоже очень рады. Он стал с ними больше играть. Он наблюдает за дроздом. Там дрозд прыгает. И Вилли за ним наблюдает. А ты чего не пришла на кормежку-то? Куда? Куда побежала? Куда побежала? Куда? Куда-то побежала. Ну, Анфисия, понятно. У нее там на пирсе развлечения. Штаны ходячие. К лебедям пошла. Куда еще? У нас должен был быть в субботу субботник, 2 апреля. Но его перенесли. А перенесли почему? Потому что у нас наконец-то пошел дождь. И дождь такой хороший, ливень. Вот он начался в четверг, в пятницу. Вот я сегодня звук записываю, в пятницу идет дождь. И ожидается завтра тоже хороший такой ливень. И заметно сразу поднялся уровень воды в озере. Уже несколько сантиметров заметны. И вот смотрите, опять стали утки приходить. Ну, они уже разбились по парам. И вот эта парочка приходит на кормушку для маленьких птичек. Там, семечки. Там и семечки интересуют. Вот она взбирается, сидит там. Кавалер снизу. Подбирает, что на землю упало. А мы насыпаем вот в эту кормушку тоже. И они регулярно. Причем, если поначалу я, так сказать, появлялся, они сразу вспархивали, улетали, сейчас уже, как видите, я снимаю из-за ворот, но они меня видят, но как бы позволяют себя снимать. И даже во дворе я могу зайти, и тоже они не улетают, не боятся. Вот спрашивали меня, где рыба. Вон рыба, вернулась уже. Все, полно. Поднялась уже с глубины. А вода потеплела. Вот сейчас я вышел на прогулку, сейчас плюс 15. Это у нас час дня, вот час дня плюс 15. Вон, рыба сколько. Так, тут у нас маман перекусывает, а на гнезде у нас папа. Папаня на гнезде, вот он. Вот что интересно, я посмотрел скрытую камеру, ночью, всю ночь не спал. Похоже, маманя на гнезде была всю ночь и не спала, вот всю ночь не сомкнула глаз. Да, вот это ночные съемки. Свет не мешает, она этого света не видит, это такой инфракрасный. А такая подсветка, которая не видна, вне спектра. Как видите, всю ночь чем-то занимается. Ну, это и правильно. Вообще-то мы переживали вот насчет того, что к нам там куница и хорек ходят в те края. А воды нету достаточно, так что страшно. То есть, вот съемки буквально были от заката до рассвета. Там через какой-то промежуток времени срабатывала камера. Не спал. Субботник у нас, видимо, будет через неделю. Вот Анфисия
эту полочку опять освоила. Ну, они прекрасно, они с Арчиком опять начали бегать. Я заснял, в один из роликов вставлю. То есть у них такие прыжки навстречу друг другу, беготня по участку. Ну, то есть все прелести теплого сезона. Тут кто-то самоуправничал. Я даже знаю, кто. Я даже вижу. Да, вот, пробралась ко мне в кабинет, поскидывала все. Да, красотуля? Да, любят они занимать такие позиции. Только не надо скидывать вещи мои. Могла бы и поаккуратней. Лежит, смотрит. Смотрит, молчит. Так. Следим. Куда же мы пошли? Ну, это прогулки по соседским дворам. А соседи приезжают, уезжают. Сейчас уже начали приезжать соседи, готовятся к летнему сезону. Ну, приезжают на выходные, там порядок наводят, что-то стригут. Потому что будет к Пасхе будет костер, будут все эти ветки зажигаться. Вот очень красивые деревья, мне нравятся. Интересно, сколько лет они росли, чтобы вот до такой высоты стать. Стою, наблюдаю, куда пойдет. А вот смотрите, это у нас такого синего цвета. Вот. Сейчас я покажу, у соседей есть желтые, есть белые. А у соседей вот какие цветы. Если знаете название, то скажите. А там вот такие белые, красивые. Много там. Вот. Вот они. Очередное утро. Да. Ну что, завтракать будем или как? Красавцы. Красавцы, молодцы. Там у нас 3 яйца. Я вижу 3 яйца. Она повернула. Ха-ха. Значит, 3 яйца есть. Ладно. Ну, вы знаете из шортса, что уже 6 яиц. Вот я видел 6 яиц. Но что ты там вполне вероятно их больше. 3 яйца у них там. Молодцы. Да. Это я подсмотрел. У них 3 яйца уже в гнезде. Молодцы. Да, он хрюкает. Да. Она привстала, и я подсмотрел. Да, 3 яйца. Ну, может, еще есть, я не видел просто, но 3 точно видел. Да, только ты все не съедай. Вот я вам насыпал тут. Потом поменяетесь, она тоже придет. Да. Потом поменяетесь тоже. Давай, приятного аппетита. Видел ваши 3 яйца, красивые, да. Молодцы. Он как пылесосит со дна. Они же там еще вместе с этим зерном, они заглатывают маленькие камушки, вот, которые перетирают пищу в желудке. Вот. В том числе, почему им важно именно со дна есть, из воды есть. Красавец, красавец. Возможно, в гнезде 7 яиц, но пока не видел. Но уже больше не будет, уже они пухом, уже много пуха в гнезде. Вот, и кладка как бы закончена, теперь высиживание. В гнезде 3 яйца. Я поставил камеру там. Посмотрю, удастся ли, чтобы их не беспокоить, а наблюдать так автоматически. Да, стараются. Хороший. Меня спрашивали, что происходит с коронавирусом в Австрии. Значит, ситуация странная, потому что заражений как бы много. Австрия вообще в Европе на первом месте по числу новых заражений. В то же время особого роста в интенсивной терапии где-то рост на 5% выросло число.
при том, что число заражений там в 2-2,5 раза выше, чем было. А смертных случаев число практически не изменилось от того, что было раньше. Так что каких-то тяжелых последствий нету, поэтому непонятная ситуация. Желаю украинцам мужества, стойкости, победы над агрессором. Желаю россиянам стать нормальными, понять, что происходит. На этом все. Пока-пока.